Ежедневно нам приходится сталкиваться со множеством предметов, и многие нам знакомы с самого детства. И мы полагаем, что знаем про них все. Иногда в самых обыденных предметах скрываются фишки, о предназначении которых мы даже не догадываемся. И мы с вами попробуем разобраться в этом. Топ-10 предметов, предназначение которых не каждый знает. Кеды с дырками. Я думаю, многие встречали такие кеды, а у кого-то они стоят уже в гардеробе. У них есть помимо дырок для шнурков, дырочки с внутренней стороны у самой подошвы. У этих отверстий есть два предназначения. Но, естественно, в один голос скажете: для вентиляции, а как же? Да, все верно, но еще также для шнурков. Изначально кеды были предназначены для баскетболистов. Зашнуровав через эти дырки, обувь сидела на ноге плотнее. Помпончик на шапке. У каждого в детстве был головной убор с помпоном. Или, как все называли, бамбошка, баламбошка. Не каждый задумывался, а для чего он вообще предназначался. А оказывается, есть давняя история возникновения таких головных уборов. Предназначались они для французских моряков, защищая голову, ведь при строительстве кораблей мало кто задумывался о комфорте. Потолки помещений были низкие, именно помпон предохранял от случайного удара голову моряка об потолок. Винная бутылка без плоского дна. Я думаю, каждый замечал и задавался вопросом, почему дно бутылки вогнутое. Традиция пошла опять же с Франции. Во-первых, удобно было экспортировать товар в разные страны. Особенно была необходимость перевозить в ценности и сохранности. Ведь вина перевозились в телегах, повозках, фургонах, а дороги тогда были ухабистыми. Выступающая пробка бутылки упиралась в дно впереди лежащей, и создавалась довольно неплохая фиксация. Раньше виноделы не владели современными технологиями. Процесс рождения вина шел естественным путем. Вследствие образовывался осадок. Никому не хотелось портить эстетический вид, пить такой осадок и тем более ждать, когда он уляжется. Поэтому осадок скапливался в узкой впадине и уплотнялся, и не попадал в само вино. А вы когда-нибудь замечали узоры на туалетной бумаге? А для чего они нужны? Оказывается, имеют ли они какое-то предназначение? Давайте попробуем разобраться. Узоры служат для улучшения сцепления бумаги с кожей всего-то. Помогает эффективнее захватывать и удалять загрязнения. Еще кое-что многих удивит. Не каждый в курсе, зачем эта стрелка на указателе уровня топлива. Дело в том, что у разных машин бак находится с разной стороны. Когда вы подъезжаете на заправку, то по этой стрелочке можно определить, с какой стороны бак. Скорее всего, у вас в гардеробе висят джинсы. А замечали ли вы заклепки на кармашках и стыках швов? И пользовались ли вы ими когда-то? Скорее всего, нет. А для чего они тогда нужны? Для чего их изобрели? Еще в 1872 году началась история джинс. Ковбоям, старателям, шахтерам нужна была суперпрочная одежда, которая не рвется. Однажды американский изобретатель чинил одежду, и ему в голову пришла идея использовать медные заклепки. Так неотъемлемый атрибут заклепки остались на джинсах и в наше время. Поля в тетради. Каждому из нас в школе говорили, что нельзя заступать за поля тетради, тем более писать там. А для чего они тогда нужны? На самом деле поля выполняют важную функцию. В них можно писать заметки, даже нужно. Учителя иногда ставят в них отметки. Изначально поля предназначались вообще для других целей. Изобретены были как средство борьбы с грызунами. А раньше нашествие мышей и грызунов было бедствием для книг и бумаги. Грызуны частенько грызли края, тем более уничтожали важную информацию. Для этого придумали изготавливать тетради таким образом, чтобы края оставались пустыми, также и книги. Двери в общественных туалетах. Вы наверняка замечали, что двери в кабинках общественного туалета не достигают пола. Может, это вызвало у вас даже раздражение? Ведь каждый хочет уединения в спокойной обстановке, а тут еще и очередь, которая столпилась рядом.
а вы в это время в кабинке. Оказывается, у таких дверей есть несколько скрытых задач. Во-первых, посетителям это дает понять, занята кабинка или нет, а уборщикам экономит время для мытья полов. Во-вторых, если двери оказались заблокированными, есть лазейка, чтобы вылезти оттуда при несчастном случае. Да и короткие двери дешевле обычных, а еще двери открываются вовнутрь. Это для удобства, чтобы в случае вас просто никто не стукнул, если будет выходить и открывать двери. Дырка в иллюминаторе самолета. Многие ли замечали, кто любит такой вид транспорта, как самолет, небольшое отверстие в иллюминаторе? Дело в том, что воздух снаружи значительно расширяется. Давление внутри самолета начинает буквально выталкивать стекла наружу. В такой ситуации маленькое отверстие смягчает давление. Петли в тележках супермаркетов. Такие крючки удобны тем, что можно повешать одежду или сумку, чтобы вещи не лежали в тележке вместе с картошкой и луком. А также можно повешать мешок с хрупкими вещами, например, яйца. И все это